Привет, привет! Меня зовут Людмила, и вы на моем канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор под названием «Чувства из глубины его сердца». У нас будет 3 позиции. Пожалуйста, выбирайте свою, загадывайте ваших мужчин. И начнем мы с сигнификации. Сигнифицировать сегодня будем с вами вашу ситуацию, что между вами. И, конечно, после того, как вы уже поймете, что с вами резонирует сигнификация, вы смотрите дальше. Если вдруг сигнификация не совпала с тем, что вы знаете о своей ситуации, вы можете прослушать все сигнификации ко всем позициям и понять, что относится лично к вам. Итак, после сигнификации мы посмотрим, кто вы для этого человека. И, конечно же, разберем чувства из глубины его сердца. Чувства, которые находятся действительно в глубине сердца, а не то, что человек пытается вам продемонстрировать. Очень-очень часто это не одно и то же. Итак, начинаем. Что между вами? Человек перестал действовать, несмотря на то, что говорил вам о великой любви. Угу. Так, здесь ситуация буквально следующая. Мужчина очень сильно к вам проявлял очень серьезный жезловый интерес, говорил вам о том, что вы для него очень красивые, очень сексуальные, что он, возможно, никогда не встречал такую женщину, как вы. Он выделял какую-то вашу уникальность, какую-то вашу такую, знаете, зачаровывающую энергию, я бы сказала, колдовскую. Он говорил о том, что, боже мой, ты как ведьма, ты настолько меня привлекаешь, я не знаю, что мне делать, я постоянно о тебе думаю. То есть здесь были проявления со стороны этого мужчины. Такое ощущение, что он очень хотел вас завоевать. Может быть, не настолько явное, здесь проявление по рыцарю жезлов, поэтому это должно быть активное такое, знаете, завоевание, когда мужчина прям прилагает усилия. Но мы все живем в реальном мире и понимаем с вами, что вот этих вот рыцарских поступков сейчас от мужчин не дождаться, и вот эти жезловые проявления, это может быть какие-то намеки, какие-то там поглаживания, какие-то сообщения, может быть, там с эротическим уклоном. Вот, то есть мужчина вас пытался завоевать, он вас всячески приподнимал, то есть он всячески говорил вам о том, что вы лучше остальных, что он вас выделяет, он как-то показывал вам ваши достоинства прежде всего. Но наступил переломный момент, и вы сейчас находитесь в этом переломном моменте, когда он полностью свернул свои действия. Вот он активничал, 120 раз утром доброе утро, 130 раз спокойной ночи, интересовался тем, что вы покушали, что вы надели, какая погода и так далее. И все это завершилось буквально в один миг. Сейчас мужчина подвесил ситуацию между небом и землей. Он не сказал вам о том, что все закончилось. Он не сказал вам о том, что он там вас разочарован и так далее. Нет. Он просто перестал проявлять внимание к вам. В один миг закончилось все. И я думаю, что даже когда вы пишете или звоните, он, может быть, и отвечает, он, может быть, и берет трубку, но это всегда очень скованно, это всегда как-то, знаете, такое ощущение, что вы ему мешаете, что человек занят, что он не хочет с вами общаться и общается лишь вынужденно. Окей, хорошо, ситуация ясна.
Давайте смотреть. Тут хочется спросить, наверное, да, что произошло, собственно говоря, с принцем-то, что произошло. Но мы сейчас посмотрим, кто вы для него. Кто вы для него. Ой, девочки, ой, хочется уже, я не знаю, прям как-то даже ругаться хочется. Кто вы для него? По повешенному вы для него жертва. Вы для него жертва. Сейчас, извините, немножко я вот так вот отодвинусь, потому что я прям вперилась в стену за собой. Значит, вы для него жертва. Он говорит о том, что он намеренно ведет себя таким образом, как он себя ведет. То есть это стратегия. На самом деле стратегия классическая. Да? То есть здесь мужчина-манипулятор, который решил вас подсадить на себя. Подсаживал он вас через слова, через какие-то письма, сообщения. Да? Здесь вообще, в принципе, возможно только интернет-общение, только общение через мессенджеры, через какие-то социальные страницы. Я не вижу между вами близости, но близости он бы, конечно, очень сильно хотел. Потому что все-таки здесь у нас дьявол, да, и все-таки человек вас ведет именно к этому. Кто вы для него? Жертва по дьяволу, говорит он. Жертва по дьяволу. Я бы хотел эту женщину погрузить в зависимость от себя, чтобы это была сексуальная зависимость, чтобы она меня хотела, чтобы она меня желала, чтобы она написывала мне какие-то эротические сообщения, видела обо мне эротические сны, да, там, с моим участием. Я делал все для того, чтобы это произошло. Я не вижу здесь финансовой заинтересованности, вижу заинтересованность сексуальную. Как будто бы человек, чтобы получить от вас определенную энергию, да, или определенные действия с вашей стороны, предпринимал вот эти вот все усилия. Да? То есть он вас как бы очаровывал, завоевывал как раз для того, чтобы вы вот эти вот позиции, собственно, издали. Значит, и он говорит, так как она для меня жертва, я ее обрабатывал по определенному сценарию при помощи сообщений. Сейчас наступил второй этап. Да? Первый этап – это ее к себе приучить, это сделать так, чтобы она привыкла к нежности, привыкла к вниманию, привыкла к излишнему какому-то, знаете, превозношению ее персоны, чтобы вы стали чувствовать себя настоящей королевой, да, а потом же очень тяжело без такого поклонника, да, который все время вам подтверждает вашу значимость, подтверждает вашу важность. Вот, значит, и он говорит, сначала я ее приучил, а теперь я специально ушел в тень, и, возможно, он специально создал какую-то конфликтную ситуацию между вами, но для того, чтобы подвести вас к следующему этапу. То есть сейчас он не действует, молчит, делает вид, что вы ему не особенно нужны, для того, чтобы проверить вашу реакцию, для того, чтобы проверить, насколько вы уже залипли, насколько вы будете за ним бежать в этой ситуации. Вот. Значит, ну вот кто вы для него? Да? Он первой же картой, собственно, отвечает. Жертва, вы для него жертва, на которой он испытывает свое мужское очарование, на которой он испытывает какие-то техники пикаперские, потому что все, что он делает, это стратегия. Да? И основа стратегии – это любовные сообщения. Хорошо. Давайте посмотрим, есть ли у этого человека вообще хоть какие-то чувства.
Чувства из глубины его сердца. Вот смотрите, когда у нас первой картой, да, выпадает десятка мечей, ну, это априори, да, говорит о том, что нет никаких чувств в глубине сердца. Человек пришел для того, чтобы получить свое и все это по-быстренькому закончить. Причем этому человеку абсолютно все равно на то, что будете чувствовать вы. Ему очень важно получить от вас что-то. Получить что-то, что он задумал, что он замыслил в данный момент. Вот здесь опять идет расстояние и какое-то, знаете, преодоление этого расстояния, потому что здесь идет ощущение, что человек через расстояние пытается с вами сблизиться. Да? Это опять интернет, это опять какие-то вот эти созвоны, сообщения и так далее. Значит, что он говорит о своих чувствах? Он говорит: у меня нет чувств, я как бы преднамеренно, да, завоевываю эту женщину с определенными целями. И для меня очень важно, чтобы у нее были чувства ко мне, потому что она настоящая императрица. Более того, он говорит о том, что у вас есть император и у вас есть семья. Вы человек, который создает, что-то из себя производит. То есть вы очень ресурсный человек. Может быть, ресурсы касаются денег, да? Может быть, ресурсы касаются вашего творчества. Может быть, это ваша сексуальная энергия. Да? Не зря же он ее подчеркнул, что вот вы обладаете невероятной сексуальной энергией, притягательностью для мужчин. Вот, значит, здесь у мужчины есть цели, сейчас мы спросим о его целях, но если мы говорим о чувствах, то чувств здесь нет, здесь есть хорошо выверенный план. Он говорит, что он вас выбрал, так же, как выбирает всех остальных. То есть он выбирает себе замужних, самодостаточных женщин. Даже если не замужних, то очень самодостаточных. Для того, чтобы ничего не просила, для того, чтобы не предъявляла никаких требований. Вот, вас он видит конкретно замужней, при императоре. Император и императрица в паре. И он говорит, что этой императрице не хватает буквально секса, да, не хватает сексуальных эмоций, не хватает ощущения себя желанной женщиной. Ее император погряз, возможно, в зарабатывании денег, вот в какой-то будничности дней, вот если так можно сказать, да. Вот, значит, именно поэтому она поддается на мои манипуляции, именно поэтому она во мне ищет некую тайну, да, некие эмоции, которые ей не додает ее император. Я бы сказала так, что здесь мужчина вас очень хорошо изучил. Ну вот если верно все то, что я говорю, да, это же его мысли. Вы понимаете, что интересно? Мы смотрим чувства из глубины сердца. А он нам, по сути, выдает свои мысли о вас, а не чувства. Потому что на чувства выпадает десятка мечей. Их нет. После того, как я получу все, что я хочу, мне будет все равно, что там она как бы обо мне думает, что она чувствует, потому что я сам умер. Десятка мечей – карта смерти. Да, я умер. Я мертв в плане чувств в отношении этой женщины. Я мертв, он говорит. Вот, значит, он действует именно для того, чтобы ухватить от вас какой-то ресурс. Это игра, это некая шахматная партия, да, в которой вы сейчас играете важную роль. Он вас как бы ведет, да, через определенные эмоции, через определенные состояния,
Но вот пока на сегодня, да, он нам сказал о какой-то сексуальной заинтересованности, но на самом деле какие у тебя цели? Какие у тебя цели? Он на самом деле мстит женщинам. Здесь скорее, знаете, действительно разговор идет об эротических разговорах, может быть, видео, может быть, фоточках подобного рода, потому что как будто бы человек очень много фантазирует на эту тематику и находит себе жертв, которые бы помогали ему в этих фантазиях. Понимаете? Ну вот это такое немножко извращенное понимание отношений. Может быть, там, где он живет, нет возможности получить достаточно сексуального удовольствия. Может быть, он сам по себе, да, ничего не может женщине предложить, и поэтому вот в этом неком таком фантазийном, иллюзорном, виртуальном мире он может заниматься сексом сколько хочется, как хочется, да, ничего за это не платить. Вот. Если мы говорим о чувствах из глубины сердца, то человек нам показывает мысли, планы, стратегию, но никаких чувств он не демонстрирует. Благодарю вас, единички. Печальная история. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки. Да что ж такое-то у нас? Что ж такое-то у нас? У нас-то десятка мечей не уходит никуда. Что между вами? Угу. Десятка мечей и блокирующая карта говорит о том, что отношения закончены между вами. Между вами были отношения, но на сегодня они перешли в ментальную сферу. Ну, то есть вы думаете друг о друге с этим мужчиной. Значит, ну и кроме этого ничего не происходит. Пентаклевый король, да, это говорит о том, что мужчина у нас здесь женат или разведен, но тем не менее за семью свою отвечает. Мужчина, который основывается на некой жизненной стабильности, да, его мировоззрение, да, основывается на том, что должна быть стабильность, должен быть фундамент, должны быть денежки, и в этом, собственно, все. Самое важное – это работа, самое важное – это приобретение каких-то объектов недвижимости или движимых объектов типа машин, да, то есть обогащение, постоянное формирование финансовой подушки под попой, вот это важно. Все, что касается чувств, это вторично, а может быть и восьмерично. Да? То есть если у него проблемы с деньгами, то он не будет искать никаких чувств, никаких удовольствий, ну и брать на себя какую-либо ответственность. Он этого делать не будет. Но когда у него все хорошо и стабильно, он начинает задумываться о любви, об отношениях и так далее. Ну, здесь, понимаете, какая интересная вещь. Он показан пентаклевым королем, а вы кубковой королевой. И из этого можно сделать вывод, что он у нас женатый человек, женатый, заскучавший мужчина, а вы свободная женщина, которая ищет себе мужчину, ну не то, что прям ищет, да, там с лупой ползает по асфальту, нет. Женщина, которая ждет, когда придет тот самый, женщина, которая хотела бы каких-то отношений. Для вас это важно, но вы свободны. То есть здесь показан женатый человек, свободная дама. Вот. Ну и на сегодня кончено все, даже не думай, да, закончены все отношения, причем для вас обоих это болезненное окончание, это болезненная блокировка. Вот. И каждый из вас пытается сейчас выйти в некое гармоничное состояние, успокоиться, пережить эту ситуацию и оставить все в прошлом. И оставить все в прошлом.
Какая-то очень некрасивая история. Возможно, здесь было даже открытие вашей тайной связи, да, то есть, например, его жена вас обнаружила. Жена поняла, что ей изменяет муж, и, возможно, был какой-то скандал. Потому что здесь еще и пятерка пентаклей, десятка мечей, пятерка пентаклей, карта блока, да, говорит о том, что была некая прям очень неприятная, низкочастотная ситуация, которая завершила ваши отношения. Хорошо, кто вы для этого человека? Кто вы для него? Перевернутая двойка мечей. Он говорит, закрытая дверь. Ох, как ему больно на самом деле. Вы сделали человеку просто колоссально больно. Колоссально больно. Какая-то была сложная история с вами. Но она не то, что была, она, конечно, есть. Да? Просто он все это затаптывает в прошлое. Он буквально вам говорит, уходи в прошлое, уходи, не хочу о тебе думать, не хочу о тебе переживать. Но вы одолеваете его, надо признать. Значит, кто вы для него? Закрытая дверь. Закрытая дверь в состоянии влюбленности, в состоянии благополучия. Этому человеку в неком прошлом, когда ваши отношения были, да, ему с вами было очень хорошо. Очень хорошо. Он был влюблен, он был наполнен вот этими кубковыми прекрасными энергиями. И, конечно же, он хотел, ну, скажем так, в некой обозримой перспективе иметь вас как стабильную, постоянную любовницу. Вот что он хотел. Он хотел, чтобы ему было в этом комфортно. То есть у него есть семья, жена, куда он относит деньги, где он добропорядочный муж и отец. И есть любимая женщина, которая его наполняет, которая делает его счастливым и от которой вырастают крылья. Все это составляло его зону комфорта. Да? И, собственно, к этой зоне комфорта он вас вел, и он к этому стремился. Но здесь случилась ситуация, это была кармическая ситуация между вами, которая разорвала его, как он считает, благие намерения. Да? То есть у него были мечты, он ваши интересы вообще здесь не учитывал, он учитывал только свои интересы, как ему комфортно, хорошо, замечательно жить вот в этом вот всем. Вот. Но что-то пошло не так. И здесь что-то пошло не так именно с небес. Понимаете, это высшие силы все вытворили. Это все вот создали ситуацию между вами конфликтную, конкретно ангелы-хранители. Ну и на сегодня он пытается, очень активно пытается подавить в себе чувства к вам. Он активно пытается вернуться в семью, стать, ну, каким-то, знаете, уговорить себя, что он по-настоящему хороший отец и муж. Он себя уговаривает. Истинные чувства из глубины его сердца. Истинные чувства из глубины его сердца. Верни мое счастье, он говорит. Короче говоря, ему вообще нечего вам предложить. Этот человек глобальный эгоист. Просто это человек, который нацелен только на удовлетворение своих желаний и потребностей. Вы должны это понимать, вы должны это знать. И вы здесь рассматриваетесь как некая сила, да, как некая сила, которая может его сделать счастливой. Но
Вы не рассматриваетесь как отдельная личность, как человек, который сам заслуживает счастья. Понимаете? Здесь мужчина, Лисенька, ну только не на карты, алло. Вторая позиция. Слушайте, мне вот просто вообще уже очень-очень странно. Каждая вторая позиция за последнее время у нас идет выход Лисы Валерьевны к вам на стол. Замечательно. Ну ладно, сейчас договорю, да, и мы будем с вами ее обратно складывать. Значит, мужчина действительно испытывает колоссальное притяжение к вам. Это притяжение очень болезненное, это притяжение вот прям нестерпимое. Он о вас думает днями и ночами, он все время фантазирует, он все время хочет вас вернуть, он хочет сделать какие-то усилия для того, чтобы вы вот согласились на этот формат общения, понимаете? Но он уговаривает себя, что это все невозможно, но, скорее всего, вы не хотите такого формата, вы хотите счастья для себя, что это все невозможно, и поэтому он должен вас забыть. Здесь происходят разные вещи внутри него, да, то он вас обесценивает, пытается обесценить, сказать, что у вас много недостатков, что ему много что не нравится в вас. Сам себе сказать, естественно, да, некрасивая, не умная, не успешная, и вообще с ней неинтересно, не такая уж она сексуальная. Вот, но человек делает это именно потому, что вы хватаете его за душу. Вы его здесь схватили за все, потому что вы идете по солнцу, то есть он говорит, блин, это мое счастье. Эта женщина, это мое счастье. Я рядом с ней чувствую себя счастливым, наполненным. Значит, и постоянная борьба. Вы в чем-то отказали в исполнении планов. То есть у него были планы на будущее, а вас они не очень устроили. Любит ли вас этот человек? Я бы сказала, что он любит себя. Вот себя он любит по-настоящему. Он зациклен на себе. Он хочет для себя самого лучшего. И это самое лучшее через вас он пытается провести в жизнь. А вы – это некий инструмент или источник, если хотите, да, для того, чтобы лучшее от жизни получить. Есть жена, есть семья, есть стабильность, нужны эмоции, любовь, наполнение. Вот вы являетесь носителем эмоций, любви и наполнения, но, как оказалось, да, вы тоже живой человек, и на что-то, ну, на меньшее я не согласен. Помните, как пел Николай Носков, да? На меньшее я не согласен. Вы не согласились на меньшее. Он испытывает к вам страсть, притяжение, желание вас завоевать. Он очень много о вас думает, вы его будоражите изнутри. Но все это не любовь. Это желание обладать вами, потому что вы реально классная для него. Вот офигительная. И у него есть желание обладать. Но нет желания что-либо дать вам. Это самое печальное. Благодарю вас, двоечки. И сейчас мы будем пытаться нашу королевишну вот так вот перенести на ее место. Лисуль, ну, пожалуйста, я вас очень прошу. Мадемуазель, не мешайте работе. Ну, мы все поняли. Мы поняли, что ты на что-то намекала. Возможно, на то, что надо завязывать эти отношения узелочком. Вот, типа нечего на него смотреть даже. Почему на второй позиции? Я никак не могу понять. Вот стабильно вторая позиция, мы выходим в люди. Так, теперь у меня еще и шерсть ее повсюду, так как они у меня опушились. Итак, смотрим дальше. Позиция номер 3. Троечки. Что между вами? Кто-то здесь шанс или вообще эти отношения шансовые? Сейчас посмотрим. Угу.
Мгм. А чего у нас все мужчины идут императорами? Ну что ж такое-то, да? Или пентаклевыми королями? Ну, опять, все-таки император, да, это у нас еще и в десятке пентаклей, это у нас человек семейный, это у нас человек самодостаточный. То есть мужчина показан здесь семейным человеком, у которого дом полная чаша, он там глава, он там все-таки император, он зарабатывает деньги, он приносит мамонта в дом исправно и очень горд собой. То есть у этого человека раздутое, конечно, эго и совершенно такое, знаете, завышенное представление о себе, о своей значимости. Значит, он хорошо зарабатывает, может иметь должность и людей в подчинении. И, возможно, вас как раз объединяет работа, то есть вы вместе работаете, и вы прекрасно знаете, что мужчина этот женат. Вы показаны жезловым королем, да, поэтому здесь сложно сказать, замужем ли вы можете быть замужем, а можете быть свободны, но при этом, даже если вы замужем, вы тянете всю семью на себе. Если вы свободны, вы тянете себя на себе, может быть, детей, да, то есть вам приходится зарабатывать, вам приходится работать, строить карьеру. И по сути карьера – это то, что действительно вас интересует, вы хотите двигаться вперед, вы хотите получать какие-то результаты, вы человек очень деятельный, способный пробить любые стены, открыть любые двери, вас вообще ничего никогда не останавливало. Но вам катастрофически не хватает нежности, вам не хватает какой-то тонкости, вы очень прямолинейны, вы очень открыты, честны, вы всегда действуете честно, вы всегда готовы отдавать, вы щедрый человек. Но при этом вам не хватает какой-то тонкости. Понимаете, вы и внутри себя эту тонкость не чувствуете. И когда у вас возникают отношения с мужчиной, вы к себе не видите вот этой нежности и тонкости чувств. Как будто бы каждый мужчина, который приходит в вашу жизнь, считает вас братаном. Да, братан, все нормально, между нами все классно, да, пойдем переспим, потом вместе пойдем деньги зарабатывать. Ну вот как-то так. Значит, здесь ваши отношения выходят как некий шанс для вас, что интересно, избавиться от внутреннего одиночества. Возможно, вот эта потребность в нежности, во внимании, в участии считывается картами как одиночество, как уход в отшельничество. Да? При том, что вы человек деятельный, и вот там, где вы работаете, вот в действии, вы не чувствуете себя одинокой. Вы чувствуете себя одинокой именно в любви, какой-то непонятой, недолюбленной, что ли. И, короче говоря, вот эти вот отношения с мужчиной – это как раз про долюбовь, да, про долюбленность вашу. Он пришел для вас, чтобы вы почувствовали эту долюбленность, чтобы вы почувствовали себя маленькой девочкой, да, которую как-то обхаживают, с которой нежны, о которой заботятся. Да, вот так вот. То есть здесь мужчина должен в этих отношениях подарить вам вот это вот все. Но то, что сейчас между вами происходит, картами описано не было. Непонятно. То есть, может быть, вообще отношений нет. Может быть, вы смотрите на человека, который с вами работает, да, у него есть какие-то такие неоднозначные проявления в вашу сторону, и вы хотите выяснить, есть ли у него чувства. Может быть, отношения есть, но они настолько скрыты от человеческих глаз, да, что нам даже карты их не показывают. То есть настолько вы могли это все запечатать, скрыть и так далее. Ну хорошо, давайте смотреть все-таки, кто вы для этого человека. Кто вы для него?
Но если они были, эти отношения, вы или сейчас поругались очень сильно, или вы постоянно ругаетесь, и мужчина здесь постоянно считает себя правым. То есть на самом деле император Иерофант — это прям какой-то начальник. И он прям себя так ведет, знаете, что ему не нравится, он сразу хлыст достал, и всех, значит, этим хлыстом рабы, все успокоились, слушаем меня, я сейчас скажу, как вам надо жить. Вот. То есть здесь человек очень властный, очень надменный, и он вообще не приемлет никакого сопротивления. И я никак не могу понять, как он вам нежность может дать и долюбленность, если честно. Но, может быть, просто здесь работает аспект того, что он сильнее, чем вы. Вы настолько сильная женщина, женщина в жезловом короле — это очень сильная женщина. Да? И это женщина, которая сама себя обеспечивает, сама себя зарабатывает, и ей ничего вот этого материального от мужчины 300 лет не нужно. И найти для себя более сильного мужчину — это вообще нонсенс. А он здесь сильнее, чем вы. Сильнее, чем вы, более властный, чем вы, и еще и достаточно успешный. То есть вы его можете уважать, и вы можете, ну, как-то так вот, знаете, смотреть на него реально снизу вверх. Кто вы для него, для этого человека? Невозможна любовь, он говорит. То есть на самом деле он хотел бы иметь такую жену, как вы. Он говорит, что вы полностью соответствуете всем его представлениям о женщине. Вы самодостаточны, вы построили себя сами, вы умны, вы красивые, вы очень привлекательны. И он хотел бы владеть вами, но хотел бы владеть вами как женой. Вот тут работает действительно фраза, да, почему мы не встретились раньше. Он вас очень высоко оценивает, и он хотел бы вами владеть. Но не как любовница, конечно же, и не как женщиной для каких-то игр, для каких-то удовольствий, да, а именно как женой по 4 жезлов и тузу кубков. То есть я хотел бы, чтобы она была моей любимой женой, он говорит. Я бы любил, уважал и почитал ее, потому что она этого заслуживает. Очень уважительный тон, я бы сказала, очень уважительный тон. К тому же вы приносите удачу. Здесь все-таки у нас и туз пентаклей, и колесо фортуны. Это такие радиусные арканы, да, арканы, которые вокруг себя сеют положительное. То есть вместе эти два аркана говорят о том, что вы можете зарабатывать деньги с этим мужчиной, причем большие. Может быть, вы партнеры по работе, может быть, вы работаете на него, да, может быть, вы работаете под ним, но вот когда вы в команде, начинают идти деньги. Причем идти большие деньги, серьезные деньги. Это вот прям как, знаете, предназначение свыше, или же как будто бы пазлы сошлись в определенную картинку, и по-другому быть не могло. Да? Вот вы и он. Это два пазла, да, соединяющихся в определенную картинку. Очень уважительное отношение и желание, чтобы вы были бы его женой, если бы у него не было жены. Да? То есть если бы он уже не был женат. Вот с этой позиции он вас так рассматривает, да, как свою вторую половинку. Истинные чувства из глубины его сердца. Давайте посмотрим. Он думал, что будет легко, и сам попал в ловушку своих ожиданий и намерений. На самом деле этот человек хотел какой-то легкой эмоциональной связи по дьяволу, а получилось, что он очень сильно погрузился в вас, очень сильно залип на вас. Очень сильно.
Я не могу сказать, что это великая любовь. Это влюбленность. Но учитывая личность нашего императора Иерофанта, и опять на него император и пентаклевый король падает. То есть здесь вот прям состоявшийся в жизни мужчина, который умен, у которого есть какая-то власть. Он внутренне очень силен, у него есть стержень. И поверьте, поверьте, любовь такого человека дорогого стоит. Ну, то есть он вас оценивал, он очень обдумывал, много обдумывал, да, свое отношение к вам, и почему он так чувствует, и почему вообще это все происходит. А, Он очень многие вещи через себя провел. При этом, как я и говорю, да, первоначально был запрос на легкий флирт или на легкие сексуальные отношения, да, ни к чему не обязывающие никого. А залип он гораздо сильнее. В глубине сердца есть влюбленность, есть боль, боль от того, что невозможно все сделать официально, от того, что невозможно вас, вот знаете, основательно и как-то официально пригласить в свою жизнь, да, простите, что повторяюсь, здесь идет разговор реально о совместной жизни, о браке, о совместном бытие. Он говорит, вот она та, кто мне нужен. И я бы очень хотела взять ее за руку, повести под венец и привести в свою жизнь, и только после этого с ней оформлять все вот эти сексуальные отношения, да. Вот, то есть он хотел бы предложить вам нечто серьезное, но это невозможно. Он ничего не будет делать со своей семьей, с этими связями и так далее. Для него это основа жизни, да. И вы очень серьезный персонаж, если так можно, простите, в его жизни, да. То есть здесь человек разрывается на части, ему очень больно осознавать свою влюбленность, больно осознавать, что ничего не получится, ничего не выйдет. Очень хочется двигаться к вам. Здесь идут прям вот, знаете, жезловые стремления, действия. Очень хочется поговорить, очень хочется пообщаться, прижать вас к себе. Жезловые даже, знаете, не в плане куда-то вас там заваливать и так далее. Нет. Тепла хочется вашего света, хочется ваших глаз, вашего голоса, вашего присутствия. И, может быть, сейчас вы не вместе, да, может быть, вы уже вместе не работаете, может быть, это была какая-то работа через расстояние, но вот чувствуется между вами какое-то расстояние, или это такой холодок, да, может быть, в отношениях наступил. Ему хочется вашего тепла, вашего света, счастья рядом с вами. Всего этого очень сильно хочется. Есть осознанная, такая, знаете, принятая человеком влюбленность, которая доставляет боль, она не подавлена им, и он ее не хочет подавлять, он просто проживает эту боль внутри себя, да, именно потому, что невозможно эти отношения вывести в официальную категорию, в официальный брак. А по-другому он понял, он не сможет с вами поступать, и он не может вам предложить вот эту легкость по дьяволу, да. Почему? Ну, потому что вы заслуживаете большего. Здесь прежде всего это уважение. Прежде всего это уважение, а уже потом идет его влюбленность и его желание. Ну вот как-то так нам карты все описали сегодня, мои дорогие. Благодарю вас за ваше внимание. Ну а я, как обычно, не забывайте, кстати, писать, пожалуйста, комментарии, мои дорогие. Напоминаю вам, да, что комментарии это не просто какие-то ваши слова в поддержку канала. Когда вы пишете комментарии, вы наполняете ими и своей энергией, своей информацией, да, энергоинформационный поток, из которого я для вас потом
читаю всю эту информацию, да, поэтому обязательно пишите комментарии, обязательно ставьте лайки, мои дорогие, это элементарный энергообмен между нами с вами, да, между мной и вами. Ну, еще раз хочу поблагодарить вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.